Вітаю вас! Я Світлана, це мій сад. Дуже приємно усіх тут бачити. У мене в гостях. Сьогодні розповім цікаве та корисне, полезне і інтересне. Розкажу про свої садовые дорожки. По саду у меня их очень много, и сделаны они самым простым и легким способом, бюджетным. Каждый сможет повторить, и сильно много средств это не займет. Расскажу, из какого материала, чем пользовалась, и вы можете судить сами. Уже 4,5 года мы ходим по этим дорожкам. В лучшем случае в следующем году предусмотрена плитка или камень. Я еще думаю, и посмотрим, как сложатся события, какие будут дорожки в окончательном варианте. Ну, а пока мы ходим, собаки бегают по вот таким бюджетным дорожкам. Идемте. А в саду сейчас следующий такой красивый период намечается. Так, вы тут под ногами расцвели лилии. Вот такие большие, красивые. Это свисающие лилии, которые ароматны только поздним вечером. А так просто на них можно любоваться. А вчера по саду шли поздно уже вечером. И такой легкий, пьянящий аромат. Очень красиво сейчас в саду. А я начала обрезку роз. Так, ну я уже отвлеклась. Идемте смотреть дорожки. Когда мы только переехали на этот участок, тут, конечно же, было поле. Мы его косили, и осенью грязь не заставила себя ждать. В тех местах, где уровень земли был неровный, углубления, образовались лужи и обыкновенная такая грязь, по которой мы шлепали до машины, чтобы дойти. У нас же участок длинный, и мы, чтобы дойти вон туда до машины, вместо этой дорожки у нас была протоптана тропинка, по которой мы, ну, чтобы выехать за продуктами, там куда-то ходили просто. И я стала искать варианты, что же сделать, чтобы как бы ходить можно было. Первое, что пришло мне в голову, я взяла из кирпичей, положила так по 2 кирпича, чтобы удобно ноге было становиться, и сделала. Но надо сказать, идея была не очень, потому что кирпичи утопали в той грязи. По ним ходить-то можно было, но вскоре и кирпичи провалились в ту грязь. Я один раз даже свои калоши сельские доставала, то есть ногу вытащила, а сама калоша туда увязла. Это я к чему? К тому, что стала искать варианты, что же сделать, как же поступить. По образованию, как вы знаете, мы инженеры-конструкторы, проектируем здания, сооружения, не дороги. Но информацией какой-то нужной я владела. В общем, первое, что надо знать, это надо снимать растительный слой с дорожки. Чем я и занялась после того, как наметила хотя бы самую основную возле дома, ну, чтобы можно было спускаться, идти, куда-то идти из дома, не сразу в грязь становиться. Решила попробовать на небольшом таком участке. То есть взяла обычную лопату, выровняла землю, сняла этот слой, ну как выровняла, относительно выровняла, потому что рельеф все равно у нас с уклоном. И внизу подсыпала совсем немного, прямо вот тут это было, и в 2 стороны, влево и вправо, чтобы в котельную ходить, у нас там все коммуникации, все, и в эту сторону выровняла песком, то есть небольшой слой, сантиметров 5, выровняли основание. Дальше что мы сделали? Я выбрала геотекстиль тротуарный. Надо сказать, что он бывает абсолютно
разный по плотности, по качеству. Я советую уже по своему опыту. Мы покупали вначале на метраж, а потом уже на рулон дорожек. Вы видите, как много у нас в саду. Так вот, первый покупали на метраж, и попался хороший. Такой он, как войлочный. Я вам рассказывала, показывала. Вот на небольшом кусочке покажу. Он такой, как войлочный. Ну, почему он сейчас виден? Потому что надо добавлять слой щебня вот такого. Расстилается на песок войлочный геотекстиль плотностью. Я вам советую, берите плотность больше. Так, сейчас пройдем наши строительные материалы. 200 есть он и 150, и 100 даже. Трава более тонкую, более меньшую плотность пробьет. Сейчас вот иногда в кадре вам, может быть, и попадается трава, которая у меня прорастает. Но она прорастает не сквозь этот геотекстиль, а насевается прямо, ну вот, например, они насеваются прямо, корешки эти, в песок, который между камешками. Вы знаете, что всем сорнякам земля не нужна, чтобы вырасти. Им достаточно и песка, какого-то отсева, и они там могут распрекрасно жить, и только поливай их. Эти сорняки легко убираются, удаляются, а так уже 5 лет мы прекрасно ходим по этим дорожкам. Так вот, простелили вы это агроволокно. Сейчас покажу и расскажу, какое лучше не брать. Подойдем, там я приготовила материалы. А какой же второй раз мы купили, и оно не очень удачное. Вот это вот, которое войлочное, оно мягкое, гибкое, легко раскладывается. Вот я вам покажу. Так вот, без всякой спецтехники, специальных приспособлений мы с Вадимом Петровичем вдвоем, ну в основном я, понемножку сделали эти дорожки. Сейчас я вам покажу геотекстиль, который надо брать, и покажу, который мы взяли на метраж. Нет, мы его даже рулон купили, заказывали, и не очень удачно, на мой взгляд. Так вот, первый геотекстиль, который я вам просто советую. Это он такой, как войлочный идет. Вот такой. Видите, простелим там. И я простелила на основании, опять же, щебень там подсыпала немножко с песком. Войлочный плотностью 150-200. 200 лучше. Он мягкий, такой, как мягкий валенок. Такой сбитый войлочный. А вот тут совсем рядом, возле моего фантома, вот это иглопробивной называется. Он как плотная промокательная бумага. Но он, конечно, плотный, не промокательная бумага, но почему он хуже, по моему мнению? Он плохо гнется, плохо выстилается. Он такой, прямо когда в рулоне мы его разматывали, очень плотный. И мне кажется, он легче пробивается камнями. Камни мы насыпали самый обычный щебень. Видите, на дорожке подсыпан щебень, фракция 2,4. Если вы решите брать большую фракцию, вот такую, 4,6 или 4,10, чем плохо, во-первых, ходить хуже, ну, ногами ходить, и он может пробить острыми такими углами. Вот такие большие камни мы на подсыпку или на что-то брали. Вот такие брать не надо. Чем мельче щебень, вы так и спросите, для дорожек щебень. Фракция 2,4, есть еще меньше, но слой того щебня надо будет толще, потому что самые маленькие камешки, они будут разъезжаться под ногами. Значит, про щебень, про геотекстиль я вам все уже сказала. Дальше надо же закрепить дорожку эту как-то.
она же будет разъезжаться по всем сторонам, рассыпаться, этот камень носиться на клумбы, везде, что сделали мы. Бордюров у нас тогда еще не было, да и сейчас они стоят просто стоят, задают направление бетонными такими слябами. Я их не закрепляла, просто подсыпала тем же щебнем. И немножко они завалились кое-где, но они ждут плитку. Когда будет укладываться плитка или камень, она уже будет по размеру прямо четко фиксироваться. Я специально так сделала, чтобы потом работникам было удобнее, меньше подрезки плитки или камня. Вот для чего. Вместо бордюров первое время я использовала доски. Кто со мной уже больше 2-3 лет, иногда в кадр попадала. Мне так было, конечно, не очень удобно его показывать, что так все сильно недостроено у меня в саду. Вы видели доски вместо бордюров, руба, вот так. Руба поставлена доска, и она фиксировала край. Можно даже степлером прибить. Вкопана была доска сантиметров на 10. Чем толще доску вы берете, тем дольше она будет вам служить. Но, конечно же, доски-то очень недолговечно. Погниют в земле, придут в негодность эти доски. Позже я уже стала вот такой пластиковый бордюр использовать. Чем он нехорош? Так, вот эти вьюнки меня замучили, честно говоря. Да, мышка? Мышонок, помогаешь мне рассказывать? Так вот, вот такие пластиковые бордюры, как вариант. Но для тех мест, для тех дорожек, где уровень земли относительно ровный. Если выше, ниже, у вас же камни все равно посыпятся. Этот бортик вкапывается довольно низко, и как такового бордюра нет. Есть просто зонирование такое определенное, да. Вот, вместо бордюра, значит, я потом использовала пластиковые вот такие бордюры. И начали мы покупать частично бетонный. Бетонный бордюр – это, наверное, самое лучшее, что можно и придумать. Так оно и есть. Такие дорожки в зоны в зеленые. Видите, у меня тут с двух сторон пластиковым бордюром. Внизу геотекстиль. Дорожки, которые больше проходные. Там уже бетонные бордюры, но мы почти везде уже закончили с бетонными бордюрами установку. Следующая стадия нас ждет камень или плитка. Сейчас покажу, чем фиксировала я и какой материал лучше бы я не советовала. А пока скажу уход за такими дорожками. Какой? Если прорастает трава, а эта трава прорастает не сквозь сам щебень, если у вас хороший геотекстиль, а прорастает, где тут у меня было, вот я вам покажу. Видите, такой какой-то клевер дикий или что это? Он прорастает непосредственно в песке между камешками. Какими-то грабельками, чем-то взять, порыхлить, поводить, поправить камни, и проблема решена. То есть, если вы возьмете геотекстиль хороший, 200-й, он даже 400-й там, по-моему, есть, но он дороже, трава не пробьет. Если ложить геотекстиль без подсыпки щебнем, тогда его срок действия где-то 3-5 лет, и его трава пробьет. Понимаете, слой толще надо вот этой подсыпки, тогда надежность больше. Какой еще уход? Конечно, камешки могут туда-сюда съезжать по дорожке, смотря какой слой вы подсыпете. Опять же, граблями поправили, исправили ситуацию. И, в принципе, проблем с дорожкой нету. Можно подсыпать слой щебня, можно вообще такими дорожками, наверное, лет 10 пользоваться. Я не знаю, но мы планируем, конечно, все-таки сверху еще плитку. Будет отсев, и на него плитка. Выровняются бордюры вот эти мои.
И все. Так, обещала вам показать свои материалы, которыми я пользуюсь. Я вот этот черный геотекстиль купила. Некоторые клумбы все-таки я мульчирую на черный геотекстиль. Вот такой черный. Но это не геотекстиль, это уже идет агроткань. Я использую для растений плотностью 60. Видела видео, что плотностью 100-120 можно ложить и под дорожки. Я его не использую. На мой взгляд, он очень тоненький и недолговечный. Существует специальный тротуарный агротекстиль. Его я использую. А вот такими гвоздиками, ну, можно забивать там. Я видела, и электроды старые берут, и какие еще, какими-то закрепками проволоку так загибают. Это для утепления фасадов. Пенопласт или вату мы забивали ими. Вот такими гвоздиками фиксирую. Единственное, хотела сказать, не берите сильно длинные. Вот этот, по-моему, 140-120, его будет достаточно. Края, по краям забиваются вот так, и он к земле прикрепляется, чтобы ваши дорожки не расползлись. Где-то у меня там был очень длинный гвоздик, так вот они совершенно неудачные. Так, тут мои инструменты, вот такие длиннючие, совершенно бестолковые гвоздики. Не надо такие длинные брать для такой работы. Хотела еще сказать для тех, кто будет делать эти дорожки первый раз, впервые. Во-первых, выбирайте направление по тем тропинкам, ну, это советую так, которые вы протоптали, наметили из дома на стоянку или куда вы там ходите, тропиночки такие. Можно по тем направлениям временные дорожки проложить, сделать вот таким образом. Зафиксировать обязательно же бордюрами какими-то, или бетонными, или досками, или чем-то, чтобы щебень не расползался, не разносился по участку. И посмотреть, удобно ли вам. А вообще чертите план. Я вам каждое видео это говорю. Клумбы и дорожки, сделайте план. Дорожки. Про дорожки сегодня не буду, но скажу кратко. Меньше 60 сантиметров дорожки просто неудобные. Не пройти, не проехать. Скажем так. Еще что хотела сказать. Хотела сказать, что не бойтесь таких простых и доступных методов работы в саду. Не все же сразу, ну, если позволяют средства, все сразу все строят и делают. А можно и самим вот так попробовать и облагородить свой тот же дачный небольшой участок. Может быть, и дом вы начали строить. По кирпичам ходить, это точно не дело. Собакам жарко, ходят. Что еще хотела сказать? Вот, что дорожки-то дорожками, но хочется, чтобы не только ходить, но и красивые какие-то бордюры, направления красивые были, да, вдоль дорожек. Я по растениям хочу сказать, какие сажать вдоль дорожек. Вот, допустим, тут у меня хосты вдоль дорожки, вдоль бордюра. Они сейчас цветут, смотрите, как красиво посажены. Все-таки облагораживайте, даже если у вас еще нету никакого ландшафта, какими-то растениями свои дорожки. Смотрите, гортензия какая красивая расцвела. Я тут скоро все и пропущу в своем саду, что и как. Низкие растения выбирайте или цветы, которые можно посадить вдоль дорожек, чтобы было красиво. Лаванду тоже. Вот я вам показываю вариант. Кто не видел, лаванда, а сзади чуть выше гортензии. Тоже очень красиво оформить дорожку свою садовую. Ну что, на этом, думаю, будем заканчивать. Видео полезное и не длинное.
небольшое такое еще отступление сделаю. Конечно же, временные дорожки или даже и постоянные можно делать не только из геотекстиля и щебня. Можно делать из деревянных таких спилов. Видела дерево, большой сляп ровно нарезают, или на лесопилку можно даже подойти, попросить, вам нарежут. И из них делается. Или пошаговая из бетонных таких плиточек. Единственное мое пожелание, все равно вниз, там песок сыпется, и в ней эти или слябы, или плиты фиксируются, ну, по краям обсыпаются. Делайте эту дорожку все же на геотекстиль. Не будет прорастать трава, вам не придется постоянно выпалывать и как-то бороться с сорняками на этой дорожке. Пчел столько много. Вот мое такое пожелание. Ну, мы выбрали щебень, и я, честно говоря, очень довольна, что мы так поступили. Показал себя с очень хорошей стороны. Вот такое отступление про другие материалы для бюджетных дорожек. Дорожки простые, удобные, делаются быстро и служат. Ну, я сама удивлена. Я думала, они быстрее придут в негодность, но они выдержали такое испытание временами года, испытаниями, дождями и ветрами. Выдержали. Мия, ты проверяешь, там наши стройматериалы лежат еще? Никто ничего пока не делает. Ждем работников. У нас скоро стройка в доме начнется. Большая, интересная. Новый этап. Ну что, я вам благодарна, что вы смотрите мой канал, что вам интересно. Жду от вас лайка. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Будет очень еще много полезного и интересного. Хорошо, жара у нас сейчас спала на вечер. А я сейчас пойду, купила удобрения для газона. Я все с газоном своим эксперименты садовые делаю. Равнозначной формулы Яромила купила удобрение. Сейчас рассыплю и включу полив. Добавила такую вертушку, купила. Разбрызгивает именно по центру, где у меня на этом газоне самая проблемная зона. Рассыплю удобрение и включу полив. И пойду обрезать розы. Видите, по кругу уже начала. Как-то так сразу грустно немножко становится, что розы уже отцветают. То есть на второе цветение пойду. Ну что, всего хорошего. Делайте дорожки там, где вам надо. И этот способ, я думаю, точно вас устроит, подойдет. Всего хорошего.